Друзья, наконец я подготовила влог, в котором расскажу о нашем поле, чем мы занимаемся этим летом и как отдыхаем. Мы с мужем заядлые трудоголики. Сидеть на месте и деградировать точно не для нас. Мы постоянно в движении, постоянно пытаемся что-то сделать, чтобы обеспечить честную, достойную жизнь и себе, и нашим детям. Мой муж, он строитель, на его счету большие объекты Краснодара и других городов, и основную финансовую нагрузку семьи несет именно он. А я врач-акушер-гинеколог, работаю немного для души и в основном воспитываю детей, занимаюсь их образованием, досугом и в свободное время веду блог. А постоянно мы живем и работаем в Краснодаре, но родом из Чечни. Поэтому в любое свободное от работы и учебы время мы едем на малую родину, чтобы проведать родственников, посетить какие-то праздники или просто отдохнуть и сменить обстановку. Речь идет сейчас не о больших городах Чечни, а о сельской местности. Здесь и нам, и детям очень нравится именно спокойная, размеренная жизнь, где дети могут без опасений целыми днями бегать по улицам, общаться с ребятами, с друзьями, кататься на велосипедах, учиться чему-то новому, контактировать с животными. Согласитесь, ведь в крупных городах за такие контактные зоопарки нужно еще и заплатить. А здесь все бесплатно 24/7. Ну и питание, друзья. Кто не знает, что сельские продукты самые полезные: молоко, сыр, яйца, овощи, фрукты. Здесь все есть в каждом дворе, потому что люди делают все сами. И даже если этого нет у тебя, ты не занимаешься разведением скота, не сажаешь огород, а все можно без проблем купить у соседей или пойти в местный магазин, где на прилавках всегда бывает домашняя продукция. А третий плюс, конечно, это укрепление отношений. В Чечне очень берегут родственные связи. Здесь не бывает такого, чтобы родственники или друзья не звонили друг другу более 2 дней. Все ходят друг к другу в гости, и маленькие, и старшие. Особенно маленькие ходят к старшим, чтобы спросить об их здоровье, помочь чем-нибудь по хозяйству или пойти в магазин, принести какие-нибудь продукты. Это очень хорошо сказывается на воспитании детей. Они берут пример от взрослых, и затем эти же традиции проносят через года в свои семьи, и их дети потом поступают точно так же. И несмотря на то, что в Краснодаре мы регулярно возим детей в развлекательные центры, в парки, в рестораны, если дать детям выбор, то они готовы 6-7 часов подряд ехать в машине, преодолевать такое расстояние, и все это променять только ради одного дня в селе. Вот настолько им здесь нравится. И раз уж такое дело, мы в начале года еще с мужем запланировали, что все 3 летних месяца проведем здесь всей семьей. Раньше мы детей оставляли у бабушки на 1-2 недели, но 3 месяца, конечно, это слишком много, это большая нагрузка и ответственность для бабушки. Конечно, для нас с мужем такой отдых это слишком много, и чтобы не терять зря время, мы решили, что параллельно будем заниматься полем, а именно арбузами. Как раз мы должны уложиться до сентября, потому что окно арбузов это с момента посадки начало мая и до сбора урожая конец августа. Конечно же, это требовало финансовых вложений. Мы уже потратили на поле около 1 миллиона рублей. 200 тысяч у нас ушло только на 20 тысяч семян. Остальное это аренда земли, аренда техники, расходные материалы, такие как пленка, система капельного полива, шланги, насос для воды, бензин для ежедневного полива и многое-многое другое. И это еще не все вложения, потому что мы не тратили на стоимость работ, то есть на рабочую силу, поскольку все делали сами. Так, друзья, сейчас идет вторая прополка. Вот такие вот огромные кусты травы приходится убирать вручную. Между рядами сделал, конечно, культиватор, но возле ряда и внутри куста все равно есть большая трава. Так что арбузы надо спасать.
Пару раз нам помогали родственники, и когда уже поджимали сроки и погодные условия, мы нанимали рабочих, чтобы быстрее успеть делать то, что не успевали. Итак, поймав выходные дни в начале мая, как раз были праздники, мы на неделю приехали сюда, чтобы подготовить систему полива и посадить сами арбузы. Обычно арбузы сажают либо рассадным способом, либо сразу в открытый грунт. В первом случае арбузы зреют уже в середине июля, а во втором в конце июля и начале августа. Раньше мы сажали и первым способом, и вторым способом, но в этом году решили поэкспериментировать. Мы нигде еще не встречали такой способ посадки, и эксперимент у нас очень удался. Для сравнения я покажу вам два вида посадки. Первый — это когда сажала семечко просто в открытый грунт. Напомню, что это поливные арбузы, это не просто стоящее поле, которое ожидает дождя. И второй способ — это наш, авторский. Посмотрите, какая большая разница между просто даже видом кустов. Думаю, даже комментарии не нужны тем, кто хоть немножко в этом разбирается. Самое сложное было это высадка самих арбузов, поскольку нужно взять стаканчик, подойти к лунке, присесть, открыть ее, поставить правильно стаканчик, засыпать землей, встать и перейти к следующей лунке. И так 20 тысяч раз. Те девочки, которые со мной занимаются в Краснодаре в фитнес-зале, завидовали мне белой завистью. Я подкачала за это время и ноги, и спину прям здорово. Нет лучше фитнеса, чем вот такой труд. Конечно, нам помогали наши мальчики, поскольку детей к труду мы тоже приучаем. Они должны понимать, откуда берутся денежки на поход в ресторан, на покупку приставки, на покупку брендовой одежды, новенького телефона. И они сами очень рады этим заниматься. У них уже есть цель заработать свой первый миллион, они к ней идут. И таким образом они познают первые базовые знания агрономии, бизнеса и финансовых отношений с людьми. Девчата тоже напросились помогать, они складывали стаканчики друг друга. Дорога от села к полю занимает около 40 минут, и мы всегда выезжаем на рассвете, поскольку в 7-8 часов утра летом на поле уже становится невыносимо жарко. Рабочие часы — это пару часов с утра, где-то с 4 утра до 7 утра, и вечером уже с 6 до 8, пока не сядет солнце. Пока мы едем на поле, у нас всегда очень красивые виды открываются. Здесь поля, степи, где пасутся животные. Иногда даже зайчики играют с нами на перегонке, это выглядит очень забавно. А нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто 3 раза в год в самый жуткий час косит рынь траву. Бежит. Все еще бежит. Взрыв пакет. Они машину кусают. Друзья, не пугайтесь, это сторожевые собаки, которые охраняют местный скот. Мы проезжаем мимо хутора, в котором выращивают барашек, коров. И на самом деле эти собаки бросаются только на машины, а с людьми они вполне адекватные, понимают команды, на людей они не бросаются. Чеченцы очень трудолюбивый народ, здесь много полей, которые обрабатываются и местными жителями, и приезжими с других районов. Кто-то выращивает суданку, кто-то рожь, пшеницу, арбузы, дыни, разные культуры. И, естественно, у многих есть техника. Сейчас мы как раз проезжаем мимо хутора, который называется Клинков. Это такие поселения, которые находятся на расстоянии 12-15 километров от ближайшего села, посреди полей. В основном здесь занимаются скотоводством, разводят баранов, коров, лошадей, птицу. И в одном из таких хуторов мы всегда берем мясо, поскольку здесь нет рядом машин, нет загазованности, луга чистые, красивые, и мясо здесь бывает очень вкусное. Enت ist dauert nichts, dann herum, du hast ja. Okay, это, okay, да? Ну, 20.
Молодец. 40. Мы обычно приезжаем на такую кошару, выбираем барана, которого мы хотим, молодого, конечно, и при нас его режут, взвешивают, и потом мы уже забираем это мясо, разделываем и помещаем в большой морозильник, чтобы нам мяса хватило надолго. В семье у нас мужчины всегда, каждый день должны есть мясо, чтобы оставаться сильными, здоровыми и полными сил. Несмотря на то, что это село находится достаточно далеко от цивилизации, можно так сказать, посмотрите, как здесь приятно находиться. Люди чистоплотные, многие создают здесь условия на месте, не пытаясь даже никуда уехать, строятся, развиваются. Здесь есть и мечеть, и фельдшерско-акушерский пункт, поэтому люди по-своему видят свое счастье. Кто-то любит жить в большом городе подальше от всего этого, а кто-то наоборот ищет умиротворение и готов здесь жить всю жизнь. Наверное, у вас возник вопрос, что же мы делаем в разгар жары, раз на поле работать невозможно и ездить так далеко. Отдыхаем, друзья. Да, за этим мы сюда и приехали, и совсем недалеко от поля, в лесополосе, муж разбил нам кемпинг-лагерь. Здесь были заросли, ветки, он все это расчистил и сам создал все условия для отдыха на природе. Я им честно восхищаюсь, ведь где бы мы ни оказались, он не пожалеет ни сил, ни средств, ни времени, сделает все, чтобы детям и мне было спокойно, комфортно и интересно. Здесь же мы готовим кушать, варим бульон, кукурузу, жарим шашлык, завариваем чай. На Wildberries я заказала набор посуды, она пластиковая, при этом прочная. Есть и глубокие плоские тарелки, и чашечки для чая. Как раз то, что нужно для отдыха на природе. Поначалу у нас были трудности с водой. Каждый раз мы привозили с собой много бутылок, которых зачастую не хватало, и она очень быстро грелась. Но муж решил и этот вопрос. Он сделал коробку из пеноплекса, поместил в нее бочку с водой 40 литров и прикрутил к ней краник. А между коробом и пеноплексом засыпал землю. Теперь, когда мы приезжаем, привозим только несколько бутылок замороженной воды, режем их и помещаем лед в бочку с водой. Все это герметично закрывается, и вода в таком коробе сохраняется прохладной 2-3 дня, и хватает ее надолго. В нескольких метрах от лагеря оказалось подходящее дерево, где муж сделал качели для детей, хотя я и сама иногда не прочь на них покататься. Ну, а мужчины развлекаются по-своему. Есть, конечно, и минусы, от которых никуда не деться. Например, у нас очень быстро пачкается машина. Это неизбежно, поскольку, проезжая по дороге, от встречных машин и легковых, и грузовых поднимается такая пыль, что иногда даже ничего не видно через лобовое стекло. Мы, в свою очередь, тоже их окатываем облаком пыли. Или, например, мошки, жучки и цикады. Если с первыми еще можно хоть как-то мириться, последние вообще не замолкают до самого вечера, и иногда это действует прямо на нервы. Часто мы остаемся здесь даже допоздна. Особенно в период зрелых арбузов мужчины здесь остаются даже ночевать, поскольку иногда сюда заносит заблудившихся путников на грузовых газелях. Ну, вы, наверное, поняли, о чем я. В один из таких вечеров мы возвращались с поля по дороге, где обычно пасутся отары овец. Сдалека мы на дороге увидели что-то похожее на черный мусорный пакет, который развивается на ветру. Но, подъехав поближе, мы увидели только-только недавно родившегося ягненка. Видимо, мама его
его родила и ушла с остальной отарой домой, а он остался бедный лежать на дороге и дожидался, видимо, нас. Только родился, посмотри на него. Бедняжка. Это было какое-то чудо, что он остался незамеченным собаками, волками или еще не успели его заметить. Но мы его забрали с собой. Это было просто незабываемо, особенно для детей, столько эмоций. Они, конечно, хотели оставить его себе. Какой бездомный? Нет. Его надо искупать. Девочки даже предложили его искупать сразу. Но, конечно, мы отвезли его на хутор к хозяину овец. Там нашлась его мама, и сейчас ягненок в полной безопасности растет, и все с ним хорошо. Выращивание какой-либо культуры на поле — это всегда риск. К сожалению, никто не застрахован от погодных условий, и по полям выборочно иногда проходятся и ливни, и сильные ветра, и даже град, который может просто в один миг уничтожить весь урожай. Люди, которые также вкладывались в поле, трудились на нем, иногда остаются ни с чем и даже в большом минусе. Однажды средь бела дня красивое, чистое, можно сказать, небо с легкими облаками затянуло тяжелыми тучами. Начался легкий дождик. Мы доделывали работу на поле, и затем начался сильный ливень. Мы выезжали, если честно, как корова на льду, потому что дороги здесь земляные, их моментально размыло, большие ямы заполнило полностью водой, машина, можно сказать, тонула. Где-то мы чуть не застряли даже, несмотря на то, что у нас внедорожник. Но, слава богу, мы выехали оттуда, и далее нас ждал еще один сюрприз по дороге домой. Это сильный ветер, где повалило много деревьев, и нам пришлось искать окольную дорогу назад. Слава богу, мы доехали домой без потерь и в такую ситуацию больше не попадали. На этом, друзья, я заканчиваю свой влог. Благодарю всех за внимание. Если вам понравился такой формат видео, обязательно пишите об этом в комментариях, и я сниму вторую часть. Там будет не менее интересный материал. Всех жду с нетерпением на канале. До новых встреч. Желаю вам хорошо отдохнуть летом, здоровья и благополучия.